Рельефный лицевой столбик с одним накидом на схемах и в описаниях обозначается следующим способом. Для того, чтобы показать, как вяжется рельефный лицевой столбик с одним накидом, у нас уже должно быть что-то связано, потому что такой тип столбиков вяжется вокруг уже связанных столбиков. Допустим, у вас вязание поворотными рядами, и вот первый ряд вы провязали столбиками с одним накидом или какими-то другими столбиками, неважно, какие у вас по схеме. Вот вы подошли к концу ряда, теперь вам нужно следующий второй ряд провязать рельефными лицевыми столбиками с одним накидом. Но неважно, какая у вас схема, суть вязания рельефных лицевых столбиков будет везде одинаковая. Выполняем одну воздушную петлю подъема, поворачиваем наше вязание. Для вязания рельефных лицевых столбиков достаточно одной воздушной петли подъема, не двух и не трех, как при обычном столбике с одним накидом, потому что эти столбики, они немного ниже. Итак, мы выполнили одну воздушную петлю подъема, и теперь, если при обычном вязании обычного столбика с одним накидом мы будем делать накид и выполнять столбик в вершину столбика предыдущего ряда, то есть мы провязываем в вершину столбика и уже вяжем столбик с одним накидом. В рельефном вязании мы вяжем не в вершину столбика, а за сам столбик, вокруг столбика, уже провязанного в предыдущем ряду. Вот у нас в предыдущем ряду провязан столбик с одним накидом, и мы выполняем крючок не в вершину, а за сам столбик. Вот так мы обхватываем наш столбик, цепляем нить, вытаскиваем. И все, далее мы уже вяжем как обычный столбик с одним накидом, то есть закрываем по 2 петли. Накид, 2 петли провязали и оставшиеся 2 петли. И поэтому, так как мы вяжем столбик за сам столбик предыдущего ряда, он у нас ниже, не в вершину, оно у нас по уровню немного выше будет, и мы бы сделали 2 или 3 воздушные петли. А здесь достаточно выполнить одной воздушной петли, потому что столбик сам будет ниже. Теперь опять накид. Следующий столбик мы вяжем не в вершину столбика, а вокруг самого столбика. То есть вот наш столбик следующий. Мы прям вставляем крючок. Вот он. Мы за него цепляемся, за сам столбик. И уже цепляем нашу нить. Протягиваем. У нас 3 петли опять на крючке, как и при обычном столбике с одним накидом. И теперь по 2 петли провязываем. Опять накид вокруг следующего столбика, за сам столбик. Вот наше вязание. Мы не в вершину, а вот так подцепили сам столбик, цепляем нить, вытягиваем. У нас 3 петли и по 2 провязываем. И таким образом наши столбики, они будут немного впереди. Опять накид, цепляем наш следующий столбик и провязываем. Количество накидов в данном виде столбиков не играет роли, то есть вяжется все точно так же. Единственное, другой способ захвата, не в вершину, а за сам столбик. Накид, за сам столбик, вытягиваем и провязываем. Я провяжу этот ряд до конца. У меня остается последний столбик. Вот так выглядит вязание. Вот так выглядит с изнанки. То есть так как мы цеплялись за сам столбик, наши вершины, они немножечко сюда отогнулись. Это изнанка.
Вот лицо. Таким образом выглядит рельефный лицевой столбик с одним накидом. Также можно провязывать любое количество накидов, какое вам нужно по схеме или по вашему описанию. 2, 3, 4 накида, неважно. Суть захвата рельефного лицевого столбика с одним накидом, вы его вот так на себя цепляете сам столбик. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным, подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Инстаграм, там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд, до скорого.